Ну, я бывал в Северной Корее. Это самый застарелый конфликт. Уникальный, поскольку это один народ, искусственно разделенный на две части, Южная и Северная Корея, как это было Вьетнам, Германия. Но они воссоединились. Это последний разделенный народ по итогам Второй мировой войны. И на север Кореи это все-таки такой особый режим, авторитарный, однопартийный. Поэтому, конечно, у них трудности есть экономические. Им нужно привлечь внимание к себе, чтобы найти формулу, по которой, значит, им бы поставляли продовольствие, может быть, энергоносители. И они периодически заявляют о себе тем, что производят содержание южнокорейских судов или граждан, в том числе американских, может быть, и даже наши суда какие-то подвергались этой опасности. Или такие обстрелы. Но это наиболее острый такой конфликт, когда уже они нанесли обстрел, это сотни снарядов было выпущено, 200 артиллерийских снарядов. Это такая мини-война. Конечно, проблемы экономические. Надо как-то им выходить из ситуации. И они периодически эту обстановку обостряют. Но эта проблема была бы решена уже. Однако определенным кругам на Западе, в первую очередь США, они держат северокорейский и южнокорейский конфликт в замороженном состоянии. Если потребуется отвлечь внимание от какого-то страшного события, например, Ближний Восток, или в Европе, или даже в самой Америке, тогда они его оживят. Вплоть до доведения до фазы угрозы применения ядерного оружия. Это, может быть, в чем-то Японии будет выгодно. Его держат для возможной войны на Дальнем Востоке. Это будет, например, обострена проблема Тайваня и Северной Кореи. И США, Япония, и Китай. Они могут столкнуться там в силовом варианте. Пока есть другие конфликты, Израиль-Палестина, более горячие Ирак-Афганистан. Но как только это все затихнет, то Дальний Восток это будет десерт. Одновременно это как-то касается России, поскольку в случае применения, вооруженных сил в какой-то степени может быть под угрозой обстрела Приморский край, Владивосток. И это может быть побудительным мотивом, чтобы Россию заставить вступить в конфликт. Как Саакашвили, Грузия обстреляли Цхинвал и вынудили нас принять меры по умиротворению грузинского агрессора. Так что это на десерт. Это 2030 год. А пока каждые полгода, каждый год, каждые 2 года будет такое обострение, которое в конечном итоге выльется в дальневосточную войну с участием Японии, Китая, России, США. Это плохо. Владимир Вольфович, вы у нас как буревестник революции и изменений, тонко чувствующий происходящее. Как оцениваете, где мы находимся, к какому моменту мы подходим? Есть ли у человечества мирный выход из этого страшного Гордиева узла? В этой неделе хороший рентген произошел. И я не вижу ничего архиплохого. Потому что как у человека приступы болезни, это лучше, чем здоровенький, умер. Так здоровый же был. Поэтому периодически что-то пускай болит, чтобы можно было наблюдать, чтобы не было внезапности. По Сирии этот удар, что делают американцы? Проверяют всех на вшивость, как отреагируют. Побежали быстренько союзнички, как всегда, к большому, хозяину. Опять лживые специалисты, доказывающие, у кого есть, у кого нет оружия. Да. А польза какая? И для американцев, для нас. Что-то не годится у них с вооружением, что-то барахлит. Или сила нашей электронной разведки, что мы готовы загасить любые ракеты. Удар по Афганистану тоже. Эта бомба валялась, решили ее использовать. То есть идет силовой вариант. То, о чем я говорил, это попытка проверить всю планету. Кто, где, чем дышит. В основном удары по мусульманскому миру. Враг номер 1, пока сегодня для них. И Дальний Восток. Потому что наши специалисты, к сожалению, и в Генштабе, и политологи молчат. В мире 6 фронтов Третьей мировой войны. 6. Балканы,
полыхали, сейчас более-менее в затишье. Украину подожгли, будет полыхать до середины века. Кавказ полыхал, сейчас потише. 3 фронта. Сирия, Ближний Восток 4, Афганистан 5 и Дальний Восток 6. Периодически их будут поджигать. Когда нужно в состоянии стресса вводить планету, держать союзничков или выявлять тех, кто собирается убегать. Предатели хорошо проявляются в этот момент, так сказать, видно, кто чем дышит. Корея, Северная Корея, маленькая страна показала, что ей плевать на то, что Америка считает себя великой державой, самая сильная армия. Северная Корея сказала, воевать начнем, да мы еще превентивный удар несем. Все, заткнулась эта хваленая Америка. Испугались. Я не буду повторять, так сказать, анекдот, который касался Ангелы Меркель. Но Да, спасибо. Спасибо, не надо. Когда это всю ночь рвало кого-то там в Вашингтоне, когда они увидели, что Северная Корея наплевать на всю вашу мощь. И сегодня ядерное оружие действительно сдерживающее. Во-первых, у них есть ядерное оружие в достаточном количестве, чтобы расколошматить Японию, Южную Корею и весь военно-морской флот США, который находится рядом. Но нам это невыгодно, потому что рядом Владивосток, Приморский край, обязательно радиация дойдет. Китай может встать на защиту. Я бы сейчас ввел войска китайские, подвести к этой параллели, 38-я параллель, по-моему. Вот, чтобы Наверное, 58-я. чтобы никто... 38-я, я это хорошо Я просто... Я стоял на ней, вы там были? Нет. Вот видите, Нет. сейчас рассуждаю. Какая там Северная Корея? Полчаса никто не был в Северной Корее и начинает рассуждать. Великолепная Александр страна. Андреевич был. Великолепная страна. Я не говорю про идеологию, это не интересует меня в данном случае. Там про какие-то отношения. Действительно, не во всех магазинах всего полно. Но эта армия самая сильная сегодня. Там не будет ни одного власовца. Они все сомнут на своем пути. И ничего нельзя остановить. Если ядерный удар по Пхеньяну, то войска уже готовы 50 километров до Сеула. 50 километров. Через 2 часа от Сеула ничего не останется. Поэтому великолепная неделя. Самое последнее, не останавливайте меня. Впервые русский дипломат начал говорить нормальным языком. Я этого ждал 50 лет. В глаза смотреть! Вот это, да? Заткнись, сиди, помалкивай ты. Кто ты такой вообще, гнилье? Вот так нужно разговаривать. Тогда они будут бояться. Они охамели. Сколько раз я присутствовал на переговорах. Может, тогда в кепочке с чинариком Только заходи так. Не надо. Вечер в хату! Нет? Не надо. Как только на каких-то мероприятиях начинает выступать русский делегат, американец в наглую встает и уходит. Плевать я хотел ваше выступление, это русские. А вот так не выйдет уже. Поэтому заговорила русская дипломатия нормальным языком. Нормально. Северная Корея дала по морде этой Америки хваленой. А в Сирии, так сказать, сирийская армия должна получить настоящую поддержку, чтобы больше никакие томагавки не падали на ее землю. Понятно. Как я понимаю, у российского дипломата появилось политическое будущее в ЛДПР, а скорее есть один Я предложил Лаврову, если он не назначит сомневался. его постоянным представителем, мы потребуем отставки Лаврова. Нам вот такие нужны дипломаты. Да? И вычистить МИД. Там должны быть такие, как этот Сафроненко, да, фамилия его. То есть Вот такие нужны. Я понял. А в МГИМО вести отдельный курс? ему вообще закрыть надо. А не Это надо? рассадник гнилья. А может там, чтобы... Там же Сара это училась, как ее Мара. Багдасарова. Отдельный курс, может быть, фени и боты вести? В МГИМО, нет? Надо учить говорить. Это психологическое давление. Учить. Рейган задавил Горбачева этим давлением. Горбачев стоит, ротик открыл. Понятно. В Америке он. И все, перестройка пошла не в ту сторону. Ну, вот замечательный, великий русский дипломат советский Виталий Иванович Чуркин Ну? крайне жесткую позицию всегда выражал безупречным дипломатическим языком. Нет, И нет, безупречно. Неправильно. Вот вы опять Хотя при этом был- демократы, вам хочется сейчас сладкое. Ну, Кнутом. Мне, конечно, чтобы кровь мне- брызгала из мне слез, приятно, слез, что меня слез из записывают глаз. демократы. Да, я демократ. Да. Вы бы хоть на Пасху не приглашали Жириновского. Прекратите- Мне жена сегодня сказала, прекратите ну как можно в такой завидовать- день кровь, Калашников. ему закрыть, этих Видите? матершинников Я вот привести. бесит, да. Правильно, мне жена сказала, возьми Ему святой, нечего сказать, по улице и он возьми не святой знает. воды и брызни на него Вот на Конопатый. передаче, если он будет. Я уже И просил, что проверим. я не хочу с Леонид, ним Не быть даже в взял, одной студии. не взял, ну скажу, Леонид. ну Больше скажу, я не буду подождите, здесь. скажу. Калашников, Вы в одной говорите, студии. скорее. Я сейчас ухожу. Не надо, Владимир Вольфович, Владимир Вольфович. С дураками Владимир в ссоре Вольфович. нахожусь. Вы в такой день... Или этот дурак такой уходит, день или я. убить, Выбирайте. убить. Давайте, Это дурак. Владимир Вольфович, Вот такие коммунисты Леонид, дураки.
Рухнул Советский Прекратите. Союз. Пока Владимир вот Владимирович, такие Владимир Владимирович, коммунисты, пожалуйста, дураки, идиоты. Владимир Владимирович. Вот он типичный. пожалуйста, фашист. Леонид, Из-за тебя, спокойно. подлец. КПСС Владимир рухнул из-за Вольфович, тебя, подлец. пожалуйста. Из-за тебя Советский Союз рухнул, негодяй. Владимир Коммунистический Леонид, пес, всё. недоносок. Владимир Вольфович, Подонок, вот такая спасибо. КПРФ. Больше Спасибо. никто не голосует, это подлецы и негодяи. Святой воды дайте. Леонид. Дайте святой воды. Леонид. Святой воды. Вся КПРФ вот такие Спасибо. недоносок. Святой воды Леонид, прыгните на него. а можно говорить о теме передачи, А, теперь а по не теме. лично... Теперь по Подожди, теме. теперь, Дали тему. Вот по Дали теме. Не тему. могу. У меня Теперь, подлец. Леонид, Зависть. вы меня, конечно, извините, Знаете, кто он? но Шарик. когда... Шарик. Защищаете его. Я защищаете. защищаю не его, а свою передачу. И право Скажи, моих гость, зрителей гость ты здесь, ты услышать хозяин. позицию, а не пример ругани. я сказал? И при всем Что уважении. я вам сказал? Леонид, Святой день Пасхи. Леонид. Не надо говорить, что надо Не вам, стрелять, не надо атеистам, расстреливать. стрелять Леонид. Не в надо Пасху. приводить Не надо. Вы матершинников меня- в дипломатию. Вот. МГИМО закрыть? Леонид. Это что, хорошо? Леонид, Это моя позиция. во-первых, Ты что, учить меня будешь? А я на свою позицию Не говорю. надо, мне Я не нужна свою позиция. позицию Спроси говорю. сперва у меня. Ну, Спасибо. Я хочу, я ухожу, чтобы Владимир тебя не Вольфович, слышать, подлец. спасибо. Леонид, тебя слышать не успокойтесь. хочу. Владимир Подонок, Вольфович, грязь, так, хорошо. можно пока обоих успокоить? Можно мне? Леонид, можно вы скажете через паузу? Ты, Через паузу. коммунистическая собака. Владимир Вольфович, У тебя остается... хватит. Ты гордость есть у тебя? Владимир Я говорю, Вольфович. пес, пошел вон. Владимир Я Вольфович. уйду, ты. Владимир Ты Вольфович, подонок, грязь. Я ухожу, он останется. Владимир Вольфович, Это грязь останется. успокойтесь, пожалуйста. Это вы. Владимир Вы Вольфович, подлецы страну завалили. пожалуйста, Вот такие упертые коммунисты, Владимир большевички. Успокойтесь. Больше меня не Сейчас, будет. я понял. С этим говном, Я понял. чтобы я в студии никогда не был. Спокойно, договоримся. Последний раз. Я слышу. Разрушение планов Спасибо. Пасхи. Да уже не осталось. Александр Сколько Андреевич, с вами в пошел студию? вон. Спокойнее. Заткнись. Александр Андреевич, как писатель, успокойте, Ладно, пожалуйста. писатель. Пусть Можно, он Александр Андреевич? Как дипломат. Леонид, Александр Андреевич, прошу вас. Зависть мне здесь. Владимир Вольфович, спокойнее. Владимир Вольфович, вот как глубоко. Главного все-таки вы Мы всегда вывода вам не оставляем. сделали, Главное всегда вам. потому что это вот вспоминать Карибский кризис или Берлинский, там две армии столкнулись. Русская, советская, американская. Здесь никакого противостояния нету. Наши вооруженные силы нигде не пересекаются с американцами. Вот нельзя сравнивать то, что совершенно несравнимо. Еще раз говорю, все конфликты 21 века будут идти по периферии. Дальний Восток, Корея, Афганистан, Кавказ, Ближний Восток, Балканы, Украина. Эти 5 фронтов будут периодически гореть. Поэтому, почему американцы в ночь там, на воскресенье или на субботу не нанесли удар, потому что надо сохранить фронт. Представляете, они уничтожили Северную Корею. И что дальше? Все. Им нужен фронт постоянно. Вот это пугало. Для чего? В планах будущей войны против Китая нужна провокация большая. Значит, идет провокация Северная Корея против Южной. И вот провокация Тайвань. Захват Китаем Тайваня. И американцы защищают Тайвань. Нужно спровоцировать Китай, что Китай начал войну, а не Америка. Чтобы весь мир обвинял бы Китай. Видите, что Китай делает? То Северную Корею защищает, то Тайвань захватывает, там еще что-то. То есть это нужно на весь 21 век. Зачем же кончать сейчас, вот 15 апреля 17 года? Впереди еще 80 лет. Как и Балканы до конца не закончат. Как Украину до конца не закончат. Кавказ до конца не все время закончат. кровоточащие Афганистан. раны. Вот все время чуть зажила рана, опять что-то соль посолили перчиком. Вот и бомбочку там, бомбочку здесь, спецназ здесь. И идеологическая пропаганда. Шумят. И великая демократия Америка. Ну, конечно, до поры до времени. Уже половина избирателей не хотят этого. Трамп же их обманул. Он говорит, я не буду в конфликтах, мы уходим, НАТО не нужно. Мы же видим, что половина американцев не хотят этой внешней политики. Но он вернулся к старой внешней политике, потому что новую он не знает, как ее проводить, осуществлять. Он научится, но в это время срок полномочий его истечет, и будет потом другой, более опытный президент. То есть это на весь 21 век. И никогда не будет войны против России. Никогда. И ядерное оружие есть там. Вы, разведка, запаздываете. Вы уничтожили нашего Рихарда Зорге, вы не спасли Абеля. Так вы вот кто уничтожил Зорге, Всех да? штирлицев сдаете. У вас Берия командует разведчиками нашими. И вы, генералы, великолепные разведчики, сдают и сдают. Гордеевский вот сидит в Лондоне. Че Березовский умер, а Гордеевский до сих пор жив? Че Кулагин до сих пор жив, генерал? Я из Министерства обороны. Какая нам Гордеевский. разница? Вы в погонах, защищайте нас. А вы там интригами занимаетесь. Так все. Поэтому это все будет. Что сотни дипломатов получат звания, генералы получат звания, лидеры партии, депутаты. И вы, журналисты, всласть наговоритесь. Если завтра война, а ее не будет войны.
И вам не о чем говорить. Поэтому ничего бояться не надо. Наши граждане устали эти слова. Война, никакой войны против России никогда не будет. Но русская армия должна заставить всех уважать Россию. Да, Сергей. Два момента. Вообще-то, Здесь- товарищ взросленький для обучения, да? Здесь говорили, что вот руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, там особый у него статус, не просто руководитель, а что-то такое... Полубог. Полубог. Но ведь это мы сделали. Его дедушка у нас воспитывался, Ким Ир Сен, был офицером советской армии и взял полностью модель Сталина. Они знать ничего не знали про коммунизм, про все остальное. То есть Ким Ир Сен приехал повторять Сталина у себя. Естественно, когда он умирает, остается его сын, а сейчас его внук. Поэтому на корейцев не надо валить, что вот они такие решили, вот такая нация, под что-то они там поклоняются. Это наша, последняя вот эта модель наша. И Мао Цзэдун был наш, это мы его воспитали, мы могли его не поддерживать, мы искали Чан Кайши, Мао Цзэдун, вот, решали. Как захотел Сталин, что-то раз, чаша весов, вот Мао Цзэдун, и получили рядом этот красный гигант. Второе, здесь прозвучало от вас, от всех, не буду, как учитель в школе, оценки ставить. Вот, мол, сейчас... Да у вас выше 2 с плюсом не бывает. Да. Ну, зато честно. Вот Северную Корею сейчас там устроим. Там не оранжевую революцию, но задавим, задушим, блокада. Вся торговля с Китаем. Наоборот надо сделать. Наоборот, мне кажется. Все странам предложить торговать с Северной Кореей. Снять любые санкции, любую блокаду. Купить у нее все, что она может продать. И подталкивать к объединению двух Корей. Как промежуточный этап открыть границу Северной Кореи с нашей страной. У них люди избыток рабочей силы. Но нам зачем брать откуда-то рабочих? У нас Дальний Восток, Сибирь, пусть поедут, пусть работают. Они прекрасно работают. Они хотят захватывать ничего. У них в мыслях нет, чтобы где-то сделать Великую Корею. Работают великолепно. То есть мы получаем дополнительную рабочую силу. Вот нам строить нужно дорогу. У вас корейцы Дорогу работают? до Чукотки, а? У вас корейцы на даче работают? Нет, таджики, не у меня вообще, у нас под Москвой. Таджики, если будут корейцы, будет только лучше. И таким образом будет лучше. Если делать ставку на голод, что вот задушить страну, и она рухнет, бесполезно. Вот здесь работает инстинкт, что они практически озвереют и ринутся захватывать, затоптывать Южную Корею. А новый Эрдоган – это тоже наша вина? Эрдоган идет по пути самодержавия. То, что мы должны были сделать. Он возвращается к временам султана. При султане Турция лучше развивалась. При демократах 5 военных переворотов. Зачем это туркам нужно? Теперь ни одного военного переворота не будет. Армия не имеет права участвовать в жизни вообще. Никакого премьер-министра. И единая большая партия. То есть Турция идет ей присущим путем. Вы Без- насоветовали? А? Вы насоветовали? Ну, в принципе, Да. наши беседы длительные. Ведь в рамках Османской империи Вот не кого было надо- курдского вопроса. Вот кого надо к Трампу засылать. Да, не было армянского вопроса. Все подданные Османской империи жили великолепно. Бедные, богатые, но не было национальной розни и религиозной. То же самое здесь. Корею ни в коем случае нельзя блокировать. Открыть все границы, дружить их, позвать их всех. Вот там 1000 детей пригласить на фестиваль То есть молодежи. взорвать в как октябре. СССР. А? Взорвать как СССР. Такой же смысле? методы. Ну, когда Горбачев открыл, разрешил. Нет, но я имею в виду, что не меняем мы режим. Я имею в виду экономически. Зачем же душить ее? Там действительно нехватка продовольствия, медикаментов и так далее. До сих пор помню это собачье мясо. Я не люблю собачье мясо. Но Я- в Южной Корее голода нет, а тоже собачье мясо идет. Вы не любите. Вы бы знали, как чау-чау не любят. Я с утра заказал, меня принимают там хорошо, вилла, все И отдельно. вдруг раз и... Я говорю, потом говорю, мне дайте попробовать ваше собачье мясо. Так вы же А не любите. Нет, а говорит, а вы уже его ели. И мне его завтрак дали, в обед и ужин. Я не хочу, что это? Напоминает баранину. Нормальное мясо. Да, напоминает баранину. Наши люди думают, что это собак на улице ловят. Их откармливают специально, как в свинарнике. Вот свиней. Ой, какой так и кошмар. тут. Но мне не нравится. И мне не нравится, не Но моя я тема. и говорю, да поможем им, чтобы у них было нормальное мясо, баранина, там, говядина, свинина, чтобы были ширпотреб. Всё Они же собак едят не потому, что у них нет другой еды, Нет, а потому что национальная пища. они их едят тысячелетия. Всегда, да. И вот Да, моя это передача Япония превратилась в кулинарный А поединок. китайцы, у них кругом эти
жарят всяких коммуниста собакой назвал. червячков жарят, потому что голодные. Значит, вас едят корейцы, да. Азия это опасно. И Очень. тут что-то прозвучало, давайте военный союз с Китаем. Ни в коем случае. Ни с кем военный союз. Мы одни. И пускай они все думают о своей судьбе. Нам ничто не угрожает. Мы дружим со всеми и за всеми бдительно следим. Упрекают, что у нас мало населения. Это нас и спасает. Упаси Бог, чтобы у нас был миллиард русских, война бы уже случилась. Понятно. Это хорошо. Нас 150, нас никто не тронет. Китайцы в Но зоне 300 риска. было бы лучше. Ну, можно сделать. Китайцы в зоне риска и исламский мир. А у нас тишина, нам всего хватит. И в Сибири хорошее место для новых лагерей. Тем более 2 детей разрешили рожать китайским семьям. Уже 2. Отказались. Но это плохо, мы должны критиковать это. да. Одного и то не в каждой семье. После Одну фразу. Самодержавие – судьба России. Мы от этого никуда не уйдем. А царь был белый, красный царь и сегодня. Пока мы это не определим, не занесем в Конституцию, что мы самодержавная страна. Это русское слово, только у нас. И пожизненный царь. Самодержавная. Пожизненный на вечные царь. времена. А царь не бывает Для непожизненным. того, чтобы вся Россия была благополучна. Заметьте, слово Давай самодержавие. обсуждать. Владимир Владимирович, Давай это Александр обсуждаем. Ильич, Согласен. заметьте, слово Не самодержавие ругаться, а выделяется буква Ж. Самодержавие. Значит, вот все, что происходит в мире, в том числе за эту неделю, нам все это выгодно очень. Это не надо это рассматривать, что ой, что там происходит. У Америка там, томагавки, в Афганистане что-то. Пусть стреляют. И мы должны то же самое делать. Нам Сирия нужна, чтобы там были наши люди. И Афганистан мы 200 лет пытались там быть, и правильно входили, и мы там ведем борьбу. И на Дальнем Востоке тоже. То есть мы вот там должны пытаться отработать расстояние до той большой войны, которой никогда не должно быть. Вот там, на этих 5 фронтах, так сказать, они обязательно Балканы снова подожгут. То есть к этому ко всему спокойно относиться. Да, вот идет американский флот к Северной Корее, пусть русский Северный флот опять идет к Сирии. И пускай параллельно флоты идут. Может быть, где-то встретятся они. И подводные лодки. То есть проводить совместные учения. Совместные встречи. Со всех встречать, всех принимать. Но в то же время разговаривать с миром, как разговаривал последний раз постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН. Вы в глаза смотрите, глаза-то не отводите.